Всем привет! Итак, вот уже как полгода вышли официальные сервера WoW Classic. Хайп потихонечку спадает. Народ, мягко говоря, скучает на нынешней ваниле, контентом пока нас не сильно балуют. Ну, как бы там ни было, все равно игроки, которые ждали ванилу от Blizzard, довольны. Какая бы классика ни была, легкой, сложной, это все равно тот самый экспириенс, который большинство игроков получили. Пиратские сервера потихоньку опустили. Все же я могу теперь с уверенностью сказать, что ванильные сервера держали такие онлайны не по причине фриплея, а все же именно из-за уникальной атмосферы оригинального мира классики. И мира, который однажды нас привлек в World of Warcraft и заставил задержаться надолго. Я не случайно начал видео с этих слов. Сегодня мы с вами немного отвлечемся от событий на официальных серверах и рассмотрим один любопытный проект. Но для начала глянем на сегмент в целом. Ситуация сейчас такая, что приватные проекты WoW Classic далеки от тех цифр, что мы наблюдали хотя бы год назад. У меня была мысль провести в этом году очередной обзор ванильных серверов, ну, по сути, обозревать уже нечего. Рассматривать реалм, который не набирает и тысячи онлайн, ну, это несерьезно. Лидер прошлого года, Lighthope, закрылся с выходом серверов от Blizzard, как и обещала администрация сервера. Команда проекта попрощалась со своей аудиторией и пожелала успехов на офе. Немного пафосно. Ну что поделать, наследники Насталориса могут себе позволить. Основной посыл был в том, что именно благодаря им Близы раскачались до работы над своими классическими серверами. Сейчас Lighthope переориентируется на выпуск сервера, посвященный дополнению Burning Crusade. Все-таки сладкие речи о том, что мы работаем для вас, и раз уж Ближи не готовы предоставить ему ванилу, то это сделаем мы, далеки от действительности. Пираты есть пираты. Высокие цели тут играют не самую главную роль, а больше стремление занять нишу, которая пока приносит какой-никакой доход. Поэтому любители зеленого дополнения World of Warcraft ожидайте. БК от Lighthope ожидается масштабным и громким проектом и, возможно, переплюнет всех остальных конкурентов в этой нише. Второй проект с прошлого года, несмотря на выход официальных серверов от Blizzard, остался на плаву. Проект Elysium сегодня продолжает поддерживать свой классический сервер и вместе с этим еще и открыл дополнительный БК-сервер. Ожидания не оправдались. Мне казалось, что после закрытия Lighthope основная масса игроков перекочует туда. Но цифра эта была настолько небольшая, что даже не стоит о ней говорить. Общий онлайн обоих серверов составляет не больше 400 игроков. Даже во время работы Lighthope это число было куда выше и доходило до 2000. Ну, пиратки от Blizzard забрали львиную часть аудитории, чего уж тут говорить. Двухлетняя работа над БК тоже не увенчалась успехом. По крайней мере, к таким проектам, как Atlantis и Warmane, они даже не приблизились. Но как бы там ни было, несмотря на небольшой онлайн, Elysium все равно остается самым качественным фри-сервером на сегодня. После громкого успеха на Stalrius проект продолжил дорабатывать ядро закрывшегося проекта и добавил свои наработки, явив игрокам новое ядро на Stalrius Elysium. Конечно, это не сервер от Blizzard, но тем не менее вполне достойный. Какие-то вещи там будут даже получше реализованы, чем на официальных серверах. Хотя бы тот самый Альтерак. Еще один долгожитель – это, конечно, реалм чешской команды Twin Star. Кронос. Бессмертный сервак, который открылся раньше Носта и жив до сих пор. Для того, чтобы аудитория не скучала, они время от времени открывают фреш. Доводят до финального патча, а потом сливают базы с основным сервером. На моей памяти Кронос этот трюк повторил уже 3 раза. Во времена, когда все классические проекты расхватали слитые в открытый доступ ядро Носта, Кронос остался верен своим наработкам и продолжает работать на собственном ядре. Из-за этого какие-то моменты там отличаются от остальных серверов. Игроки сообщают, что контент упрощен, дамаг у боссов занижен, а некоторые механики не реализованы. Но тем не менее на сервере присутствуют старожилы, которые сидят на нем достаточно долго и, несмотря на постоянные изменения в мире WoW Classic, остаются верны своему проекту. Онлайн за обе фракции на сегодняшний день примерно около 500 игроков. Открытие официальных серверов подкосило чехов. Ну, на фоне остальных они выглядят очень даже неплохо. Примерно такой же онлайн поддерживает и кастомный сервер RetroWoW. Благодаря необычному подходу проект заметно отличается от своих конкурентов и все еще вызывает интерес даже несмотря на сервера от Blizzard. Все дело в том, что игра тут больше ориентирована на PvP. Такие моменты, как квесты и прокачка, убраны на второй план. Старт начинается сразу с 60 уровня, рейдовый контент адаптирован на группы из 5 человек, и администрация регулярно проводит PvP-ивенты с игровыми призами. Так что любители оригинальных решений найдут для себя и тут что-то интересное.
Еще один сервер, который незаслуженно был забыт в прошлых обзорах, но тем не менее занимает определенное место в списке классических реалмов, это Vanilla Gaming. Наверняка каждый, кто пользовался классической базой данных, обращался к базе именно этого сервера. На удивление, база данных пиратского сервера намного удобнее официальной базы Wovhead. У Wovhead ужасная реализация, неудобный интерфейс и такое обилие рекламы, что напрочь отбивает желание пользоваться их базой. Vanilla Gaming также один из динозавров ванильных проектов. Открылся он примерно 5 лет назад и в свое время был достаточно популярным проектом. На данный момент онлайном он не блещет. Конкуренты и официальные сервера подкосили Vanilla Gaming существенно. Однако же, как и на Кроносе, тут присутствует свое устоявшееся комьюнити, хранящее верность этому проекту. Средний онлайн насчитывает около 200. Работоспособность у проекта на удовлетворительном уровне, примерно как у Кроноса. Из особенностей могу заметить, что несмотря на то, что большинство серверов делают ставку на Blizz-like и долгую прокачку, на Vanilla Gaming есть возможность включить X15 RAID, серверные команды и прокачаться в ускоренном режиме. В остальном же все как и у коллег. Не могу не упомянуть про черепашку, конечно же. Turtle WoW, запустившийся в прошлом году, сделал наоборот. Своей особенностью он выделяется долгой прокачкой. То есть опыт за гринд на черепахе заметно урезан, а единственный способ нормальной прокачки делать квесты. И серые в том числе. Так как штрафа за серые квесты нет, а пул опыта очень большой, то особенность сервера подталкивает игрока пройти все сюжетные линии и сделать практически все квесты. Когда-то меня очень заинтересовал этот проект, я делал даже на него обзор, поскольку разработчики обещали весьма интересные вещи, арены, гильдома, новые инсты и прочие интересные детали, не входящие в стандартный набор классических серверов, но вот прошел год, а обещания так и остались обещаниями. Кое-где добавились новые квесты, но общий фон они никак не изменили и привлекательности проекту не принесли. Онлайн по-прежнему где-то человек 40. Так что многообещающий проект так и не выстрелил. Жаль, идея была хорошая. И вот подходим к самому вкусному. Я заранее прошу прощения, этому проекту я уделю больше времени. Тут рассказать есть о чем. Не так давно на ванильном горизонте замаячил новый проект с рабочим названием Vanilla Plus. В мое поле зрения он попал случайно. Зрители на стриме подсказали, и на самом деле любопытная тема. Новый кастомный сервер на основе классического клиента обещает быть не таким, как все. А именно, его предназначение вернуть тот самый дух ванилы. Дух неизведанности. Заставить игрока почувствовать себя снова первооткрывателями и заново исследовать этот мир. Увидев первый раз презентационный ролик, мне сперва показалось, что это ванила с нереализованным скрытым контентом. Многие в курсе, что в классике заложена часть недоведенных до ума инстов, локаций, даже одно поле боя. Я уже не раз видел попытки этот контент закончить и предоставить игрокам как основную оригинальную особенность сервера. Но, ознакомившись с проектом поближе, я увидел, что планы у разработчиков куда масштабнее. Создатели хотят предоставить нашему вниманию совершенно новый вариант классического World of Warcraft. Говоря о том, что игроки, придя на ванильный сервер WoW, ища тех самых ощущений, которые однажды испытали в далеком 2005-м, к сожалению, понимают, что все уже не так, как прежде. Контент весь знакомый, тактики отработаны, и понимая, что ванила это продукт далеко не совершенный, игроки уже хорошо научились использовать обходные пути, слабости, недоработки примитивных задач. Там, где разработчики хотели создать сложный энкаунтер, по факту вся механика игнорится и проносится в банальном раше, невзирая на препятствия. Танки бегают без щитов, рейды закрываются меньше, чем за час. Все знают, какие вещи нужны для своего класса, в каком составе убивать босса, и так далее. Идея разработчиков Vanilla Plus — сделать опытных игроков опять нубами, заставить заново изучать свой класс, исследовать мир и вернуть то самое ощущение, когда мы впервые вступили в этот мир военного ремесла. Новые инсты, зоны, предметы, поля боя, как заимствованные из старого контента, так и из переработанного нового. Какие-то закрытые зоны, зоны даже из третьего Варкрафта. Старый Outland, Grim Battle, ну и прочие хорошо известные нам локации, которые пристанут перед игроком в новом свете классического World of Warcraft. Кратер Ашары. На самом деле о том, как он был изначально задуман, известно разве что только разработчика Blizzard. Ну, команда решила сделать его на свой лад, и принцип кратера выглядит так. Это обычные мобы, как Доты или Лига Легенд, где игрокам предстоит с помощью крипов продавливать своего противника. Ну, посмотрим. Тема популярная, вполне может выстрелить.
Кроме этого, будут переработаны таланты, добавлены новые и возвращены некоторые старые возможности. Древо талантов будет уже более гибким и с куда более широкими вариантами для фантазии, где игроки будут ориентированы как для эффективного ПВЕ, так и ПВП. Можно много рассказывать об этом проекте, возможно, я посвящу им отдельное видео, а пока пару слов о самих разработчиках и сроках. Команда собралась на одном техническом ресурсе, объединенной одной общей целью – сделать что-то годное для классики. И решились на этот проект. Сейчас их 7. Тимлидер у них, по-моему, поляк, если не ошибаюсь. Если имя Владок, это, по-моему, польское. Ну, могу ошибаться. Люди все подкованные, работают на совесть. Дата выхода пока не определена. По сути, все готово, и релиз должен был быть в ноябре прошлого года, но желание разработчиков довести все до мелочей оттянуло дату. Я предполагаю, что это должно произойти не позже месяца. В настоящий момент идет бета-тест, в котором мне удалось поучаствовать. От себя хочу добавить, что я в последнее время с недоверием отношусь к подобным проектам, поскольку на моей памяти было несколько революционных проектов, которые обещали быть выпущены, люди их ждали, а по факту вот и ныне там. Crestfall сдулся, хотя на протяжении пару лет держали в тонусе аудиторию, обещая просто невероятный сервак. Ну а про Turtle Wolf я уже говорил. Обещанные выведения так и остались обещаниями. Я бы и к Vanilla Plus отнесся скептически, если бы не активный бета-тест, где можно уже посмотреть кое-какие наработки. Буду держать вас в курсе. Подписывайтесь на канал, не забывайте. И удачи!